Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня с вами поговорим про те качества, которые позволили Хюррем выжить в гареме и стать великой женщиной в Османской империи. Итак, что же она делала для того, чтобы не стать подобием Махидевран? Почему она смогла заинтересовать султана и влюбить в себя? Что ей помогло победить всех своих врагов и почему именно эти качества свели ее в могилу? Хюррем Султан – легендарная личность в Османской империи. О ней написано много книг. Люди восхищаются ей и ненавидят. Женщина, которая смогла взять свою судьбу в руки и стать настоящей госпожой. К сожалению, о ее прошлом известно мало. Мы не можем сами заглянуть во время ее правления и провести анализ всех ее поступков. Но благодаря сериалу «Великолепный век» мы можем предположить и проанализировать поступки Хюррем. Что же ей помогло стать такой великой? В самом сериале мы видим, как несчастную девочку забирают в рабство. Вся ее жизнь рушится у нее на глазах. Сегодня ты свободна, а завтра ты уже рабыня и предназначена для развлечения султану. Изначально юная Александра прошла через неопределенность, которая пугает сильнее всего. Она не знала, что будет с ней завтра. Попав в гарем, Александра не понимала всех правил гарема. Конечно, она училась, и ей объясняли, что делать можно, а что нельзя. Но так как наша юная рыжеволосая красавица выбрала образ бунтарки, она быстро набила шишек, которые потом сильно болели. Сама девушка была эмоциональной, и ей сложно было сдерживаться, да и зачем? Ведь она в логове врагов, по чьей вине вся ее жизнь разрушилась. Самые главные ее качества – это хитрость и умение адаптироваться к внешним обстоятельствам. Поняв, что она не сможет ничего добиться своими истериками и ссорами, Хюррем быстро стала перестраивать свою стратегию в войне с самой судьбой. Девушка решила сделать своих врагов своими друзьями. Недаром часто говорят, если не можешь победить своего врага, сделай его своим другом. Благодаря наставлению Сюмбюля девушка поняла, что победить Валиде будет очень сложно. Она не Махидевран, она мать ее султана. Хюррем старалась всеми силами переманить ее на свою сторону, но, к сожалению, Валиде не сделала шага навстречу к девушке. Ибрагим Паша, его поддержка, тоже могла облегчить жизнь Хюррем, так как он лучший друг Сулеймана. Если бы она смогла добиться дружбы с Пашой, то манипулировать падишахом было бы проще, ее положение в гареме укрепилось бы, но, к сожалению, он тоже не принял ее предложение. Самостоятельность – очень важное качество, которое сильно отличало ее от Махидевран. Если первая жена Сулеймана все время слушала всех, но не себя, при этом совершая ошибку за ошибкой, то Хюррем надеялась только на себя. Хасики никому не доверяла и сама принимала решения. Доказательства прежде всего. Хюррем неоднократно плюхалась в лужу, когда бегала к Сулейману с жалобами. В простые слова наложницы не часто верили, так как не было никаких подтверждений. Получив хороший жизненный урок, султанша стала вначале искать доказательства и компромат на всех, кого она хотела опустить в глазах Сулеймана. Она уже не бежала к Сулейману жаловаться, она преподносила все падишаху так, будто бы он не заметил промаха того или иного персонажа. Хюррем как бы оберегала Сулеймана своими доносами, чтобы те негодяи не смогли навредить ее любимому мужу. Наблюдательность. Хюррем наблюдала и делала выводы. Она понимала на примере Махидевран, что на одной красоте далеко не уедешь. Султан быстро потеряет тебе интерес, если ты будешь скучной и предсказуемой. Поэтому Хюррем все время училась. Она ради своего султана приняла ислам. Она смогла удивить Сулеймана своим знанием турецкого языка. Хасики начала вникать в политику и государственные дела, чтобы давать правильные советы. Еще одно из важных качеств султанши – она держала всех своих врагов близко. Это мы можем увидеть на примере Гюльшах и Нигяр. Она приняла их обратно, хотя и много от них натерпелась. Никогда не доверяла им. Они были лишь инструментом в коварных играх султанши. И, конечно же, самое сложное и смертельное качество для Хюррем – сдержанность. Султанша была эмоциональной и поначалу давала волю своим эмоциям, но вскоре это ей стало мешать, и она научилась сдерживаться. Она все держала в себе. Султанша не давала себе разрядки, она не могла позволить себе все выплеснуть наружу.
Такое состояние часто приводило к заболеваниям. Каждый ее день был подвержен стрессам. Если не давать при этом выхода эмоциям, то он будет разрушать тебя изнутри.